Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Moebius. Так, и нам нужно поспать. А, он уже проснулся или что? Наверное. Ну ладно, идем к Мазри. Да, проснулся уже. Таблеточку. Он вроде бы неплохой сюжет, но почему-то это вроде бы москвич все-таки стоит. Но почему-то нету прохождения на русском. Не встречал пока особо. Может, не дождались русификатора? Все же всегда бегут впереди паровоза. Так. I've already explained the situation to him. Now I just need to get to my meeting with Mazri. Ну ладно, пошли в магазин. This is it. Ready? Lead on, McDuff. Welcome. You must be Mr. Rector. I am Yusef Mazri. Greetings, Mr. Mazri. This is my associate, Mr. Walker. Sir? I assure you, it was not necessary to bring a bodyguard. That's my prerogative. I see you have the chest all set up for me. Whenever you are ready, Mr. Rector, I'm sure you will find the chest is exactly as I described it. Сейчас мы немножко осмотримся. A cheap replica of a statue to the Egyptian goddess Bast. Напольные подушки. Floor pillows are common in this region, but I'm not a fan. Там мне тоже. It looks like Zabib, an anise liquor. That stuff will delacquer your teeth. That statue looks third dynasty, possibly authentic. But I'm not here for the statue. Давай на стол немножко It's a посмотрим. serviceable desk, nothing special, except perhaps what Mazri keeps in it. The decorative grille doubles as security bars. No doubt they're a necessity in this neighborhood. И Мазри сейчас Yusuf смотрим. Mazri, the seller of the canopic chest. This is the first time I've had dealings with the man. Проанализируем его. Испарин на лбу. Он обеспокоен чем-то. Сжимает челюсти в собственном офисе. Скрывает, что жует жвачку. А, нет. Может, чувствует глубоко спрятанный гнев. Вышитая дорогая одежда. Так. Вышивает в свободное время. Наверное, его рубашки шьют на заказ, или большое эго представляет образ успешного человека. Ну давай попробуем вот это. Да, правильно. Мазри любит демонстрировать свое богатство, но что-то в этой комнате или в моем визите заставляет его тревожиться, и он от этого не в восторге. Ага. Немножко переговорим. Ага. Так, сундучок. That's the canopic chest Mazri is trying to sell my client. At a cursory glance, it looks legitimate, but I need to make a closer analysis. Ну, давай. Так, смотрим, что тут у нас. Фигуры. Так, фигуры Шапти Тутанхамона. Вырезанные из дерева фигурки Шапти.
Гриф и кобра в головных уборах. Ну, вроде похоже. Вот. Ну так. Нет перьев. Какая разница тут? Фигурки, фигурные крышки кувшина Тутанхамона. Имеет идентичный гриф и кобру, но у него нет перьев на грифе зеленого цвета. На кобре, которую я видел на сундуке Мазри. Так. Нет. Нет. Ну вот это похоже довольно-таки. Вот это не особо, я бы вот это сказал. Может тут бородка есть, видите, еще и. Допустим. Так, тут что у нас? Ручки. С вертикальной пластиной. Цепью. Веревка, глиняная печать. Двери царя Тутанхамона. А вот. Веревка и ручки кольца. Обнаружена на сундуке царя Тутанхамона. Запертая крышка уплотнилась при помощи переброшенной через нее и привязанной к кольцам веревки. Ну вот это совпадает. Так, символы. Иероглифы. Картуш Нефертити. Блин. Что-то похожего я тут такого не вижу. Ну вот. Тут что-то есть похожее. Аменхотепа, картуш. Вот это похоже довольно-таки. И вот этот символ тоже вот тут, видите. Картуш Тутанхамона. 12 или 13 фараона 18-12. Стиль идентичен, но символический знак Харемхеба, похоже, добавили недавно. Подделочка, видно. Так. Мрамор. Так. Пантелейский мрамор. Аттика, Греция. Не похоже он. А вот египетский кальцит, да, подходит по цвету так. Добывали в Древнем Египте в Видамия, Гравии, Хельване и Эль-Амарме. Используется для предметов погребения. Так, и низ посмотрим, да, еще. Мне не похоже. Такие иероглифы. А, вот они. Картуш тут он. А, где это оно? Золотая кромка.
Сундук для каноп Тутанхамона. Золотая кромка сундука для каноп Тутанхамона. Характерные символы Джет и Тет, связанные с Осирисом и Исидой, смертью и возрождением. Да, очень похоже. Закончили. Сундук подлинный, но не принадлежит Харемхебу. Этот сундук для каноп Тутанхамона, украденный из Каирского музея в 1992 году, и испорченные попытки выдать его за сундук Харемхеба. Вот так вот подделка. Задание выполнено. Так, тут уже все. The canopic chest is genuine. It was created during Egypt's 18th dynasty, approximately 1323 BC. You see? What did I tell you? However, it is not, as claimed, a chest similar to Tutankhamun's chest. It is, in fact, Tutankhamun's canopic chest, which was stolen from the Cairo Museum in 1992. That's not true. The thieves tried to disguise the chest by adding the Horemheb cartouche to the side and staining the headdresses on the jar stoppers. For this defacing of a priceless and irreplaceable artifact, Mr. Mazri and his accomplice Samuel Lessing should be taken out and summarily shot. Of course, that's just my recommendation. Thank you, Mr. Rector. I'll notify the Cairo authorities. You are mistaken, Mr. Rector. I have paperwork that proves it. Опа. You do not want to fuck with Mr. Rector. Документ хотел достать. Very good. Well, Пистолет I хотел think that about достать. wraps it up. Get out! Gladly. Enjoy your prison term. Let's go, Mr. Walker. Holy shit, Rector. You tore that guy a new one. You do know how completely infuriating you are, right? I didn't hire you to critique my methods, as if you could. Hey, I'm complimenting you. That was awesomely badass. How do you know all that stuff? And oh god, the look on his face. I've never seen anyone turn green before, but he was, honest to god, the color of asparagus. Overcooked asparagus. Canned. The chest was stolen from the Cairo Museum in 1992. The thieves tried to disguise it by staining the headdresses, for which they should be summarily shot. Jesus, his face just kept falling and falling. Опа, старая знакомая. Один есть. Второй есть. Опа. Not that one. Those were the same guys who attacked me last night. I'm sorry. I don't know what the hell they want with me. Угу. Отпечаточек знакомый. Да, интересные три варианта. I don't want to spend the next 6 months in lockup in Cairo. Right. I guess we should split here. It's been a pleasure, Mr. Rector. Good luck. Wait.
третий вариант. Так, ну, давай сохранимся. И продолжим третью главу уже, когда знаешь, кто я. Уже будем в Манхэттене. You can close your mouth now, Gretchen. Mr. Walker is my new bodyguard. We met in Cairo. Hello. I need to go find a place to stay. I'd prefer to have you close by for now. I have a large apartment. There's a spare room. I don't find that hard to believe. So it's not just security when you're on an appraisal then. What kind of trouble are you expecting? Do you know a man named Amble Dexter? No. Have you ever been involved with a branch of the government that deals with history? Famous historic figures? Anything like that? No. You think the men who attacked us in Cairo were after you? But I was attacked first. Not because I helped you with your car. Doesn't seem likely, does it? You know, an antique dealer would be a great cover for a spy. I had that same thought about an itinerant ex-soldier. That reminds me of a joke. How many ex-soldiers does it take to change a light bulb? I'm sorry, sir, but that's classified information. What is that on your face? Your mail. Will Mr. Walker be going on payroll? I'll take care of it for now, thank you. Where are you from? Not Cairo. The Midwest, originally. And how did you two meet in Cairo then? I suppose you're trained. For security work? Did someone just come in? Thought I heard the bell. I didn't hear it. I have Да, some things to слишком take care любопытная of. она. Get my address from Gretchen. She can ring the bellman and ask him to let you in. Oh, the spare room is the one with the exercise equipment. Yes, sir. Now that I'm back in New York, I want to call my old mentor, Professor Reed. If anyone would know about strange theories of history, it would be him. Угу. Хорошо. Профессор Рид. Дэвид Уокер, телефон есть уже. Так, ну пока сейчас глянем на стол. Джузеппе Барози, да? It's a letter from Mr. Barozzi. Maybe he's found some new information for me. Так, уважаемый мистер ректор, вы просили связаться с вами, если я узнаю что-то о Бьянке Кордова. Не знаю, нужна ли эта информация, но знаю, что вы отлично подмечаете детали. В светской хронике, которая вышла незадолго до ее смерти, сообщалось, что она была на благотворительном ужине, где ваш сенатор США Стивен Маркхэм был почетным гостем. Интересное совпадение, не находите? Берегите себя и надеюсь увидеть вас в Венеции снова. С уважением, Джузеппе Барози. Так, хорошо. Новая информация. Сенатор Стивен Маркхэм. If Bianca had been a match for Livia Drusilla, her meeting with a man like Markham would have been auspicious. I need to learn more about Senator Markham. Preferably meet him in person. Угу. Так, демократ, окончил Вестпойнт, начал свою карьеру в качестве офицера армии США. Он стал генерал-майором действующих войск в Афганистане и Ираке. В возрасте 30 лет ушел из армии и начал свою политическую карьеру в качестве губернатора штата Коннектикут. Был избран сенатором Терри Перри
сейчас известен своими прогрессивными идеями в мировой экономике и международных отношениях. В настоящее время сенатор выступает на митингах по всей территории США и в ожидании предстоящей президентской кампании. Ага. Так, выступление. Нью-Йорк. Присоединяйтесь к нам на митинге сенатора Стивена Маркхема сегодня в Центральном парке в Bethesda Square. Хорошо. На столе лежал клей, кстати, еще. Он пригодится потом. Так, надо позвонить. Так, тут же тем больше никаких нет. Позвонить профессору Риду. Hello, this is Dr. Reed. Professor Reed, it's Malachi Rector. Malachi, what a pleasant surprise. How are you? I'm very well, thank you. I'm glad to hear it. Regretfully, I have a lecture in a few minutes. Did you have an antiquities question? In a manner of speaking, I've run across something curious. I was wondering if you've heard any theory in which people reoccur in history. You mean reincarnation? No, I don't think so. In most stories of reincarnation, a person believes they were someone in history, but their current life is completely different. I mean someone's entire life pattern, their biography, if you will, reoccurring. There was a minor Greek philosopher named Paramedes who wrote that people and events repeated throughout history, like an echo bouncing around the walls of a canyon. But in terms of modern historical theory, I've not seen anything like that in academia. Interesting. Thank you, Professor. That's all I had. All the best, Malachi. Hope to speak to you again soon. Damn it. I know Fita is working with a theory like that, but they've done a good job of keeping it away from the public. Так, найдем магазин. Так, по-моему, есть какие-то дела. Gretchen? Yes, Malachi? Срочное дело. Is there anything urgent that needs my attention? Well, Congresswoman Smythe is anxious for an appraisal. She bought a present for her husband's 60th birthday, and she'd love to get your opinion on its history. It's behind the screen. Сенатор Маркхэм. Do you know anything about Senator Markham? Not much. I've seen him on the news. Handsome man. And he seems especially bright. We could use a president like that. Ну ладно. That's all for now. Very well. Ну, давай глянем, что там за ширмой. That rifle looks interesting. It belongs to Congresswoman Smythe. She's a big fan of eclectic antiques and mysterious finds. She'd have me on retainer if she could afford me. She can't. Так. Ну, давай проанализируем. Ружьишко. Так. Винчестер, да? Винчестер. 9. Ну, тут мануфакторинг, Винчестер. Тут Винчестер с мануфакторинг. Даже армия написано бы так. Вон. Repeating arms. Так. $1860. Это похоже. Нужно вот еще. Это 66.
Вот это. 1860 год. Основан в 66-м. Так. Ну, вот это похоже. Полукруглый, полувосьмиугольный ствол. Восьмиугольный ствол. Ну, круглый. Ну, вот этот, в принципе, да. Он частично граненый, частично круглый. Совпадает. Так, курок. Гравировка, точнее. Так. Нет. Нет, не испанская. А вот этот модель 1876 года подходит. Ружье Тедди Рузвельта. Президент Теодор Рузвельт был страстным поклонником ружей Винчестера и заказывал их с очень специфической гравировкой, начиная с его первого заказа двух моделей из линейки 1876 года. Да, совпадает. Так, и приклад. Так. Ружье с продольно скользящим поворотным затвором. Нет. Вот он, ружье с рычажным механизмом затвора. Это больше оно. Это нет. Скользящий затвор. Нет. Вот это. Так. Одно из ружей линейки антикварных ружей Винчестера, сделанных на заказ для президента Теодора Рузвельта. Рузвельт был любителем пистолетов и поклонником оружия Винчестера. Его первый комплект был... это я читал. Года так был специально заказан из линейки 1876 года с очень детальной гравировкой, специальными мушками и специально заказанными полукруглыми полувосьмиугольными стволами. Угу. Задание выполнено. Ружьишко. This is an interesting piece. Подлинная. Congresswoman Smythe will be delighted to hear the news. Скажем ей. Gretchen? Yes, Malachi? Так. I evaluated that rifle for the Congresswoman. Do you have a number? You want to call her personally? No. I intend to put it on Craigslist. How would you know about Craigslist anyway? Here it is. 555-3213. That's her personal line. Don't abuse it. Yes, I'm all about phone pranking. Thank you. Ну, сейчас звякнем. Попрощаемся. About your new security guard. There's nothing to discuss. I just find it strange that you refuse to let me hire anyone because you couldn't trust them, and then you suddenly bring home some random guy you met in Cairo. I have my reasons. That's what worries me. Да ладно, чуть беспокоиться. Так, Congresswoman Смит. Позвоним. I do need to call the Congresswoman with my report on the rifle, but I'd like to see what I can learn about Senator Markham on my own first. She may prove useful once I know what I'm looking for. Ага.
Надо о сенаторе узнать, да? Так, ну давай. All right, I'll be here. На выход пока. Газетная стойка. Надо подойти, посмотреть. There's a rally for Senator Markham today in Bethesda Square. Talk about luck. I'd really like to meet that man. Что у нас появилось? Так. The headline is about Douglas Carter. I wouldn't mind reading that article. I'll need a few quarters. Сейчас. Здесь бумажники у тебя есть пару четвертаков? I'll need a few quarters. I don't think the machine will accept that. Проблему, блин, нашел. Туда нельзя. А давай перейдем улицу. Так, цветочная лавка. The city is full of street vendors. That one sells flowers. I have no interest in flowers, impermanent things. I'm not in the mood for alcohol at the moment, and that lounge has little else to recommend it. Cherries on top. It's a lounge Gretchen frequents. I went in there once, but it wasn't my cup of tea. Так, а сюда я могу пройти? Что-то не особо. Так. Так. Квартира новая. Давай отправимся в квартиру свою. Надо будет ту газетенку взять. Ну, пару четвертаков надо найти. Mr. Walker is here. He must be in the guest room. The kitchen is clean and almost never used. I prefer it that way. A card from my father. He sends one at Christmas as well. His second wife was never a fan of mine, so this is the extent of our communication. I really don't need to carry it with me. They were a gift from Gretchen. There's a message there, I think. The view makes the apartment a good investment, even if I'm rarely here to enjoy it. I don't keep anything on the balcony. It's too exposed to high winds and the elements. I get a touch of vertigo when I go out there. I prefer this side of the glass. Давай осмотрим твою меблю. Like everything in this apartment. Так, давай поднимемся в свою комнату для начала. I haven't needed to use those in over a year, thanks to the Xanax. I don't need them right now, thank God. Что такое? Это видно, когда он в больницу попал, там и восстановлением занимался, наверное. Хотя он, может, обезболивающее пьет. The nightstands are like everything else in this apartment, blessedly devoid of any history whatsoever. Ну, глянем, что тут есть. Вон четвертаки. ПР есть. Стакан с мелочью. Да. Взяли то, что нам нужно.
I don't have time for a shower, and I've no other pressing business at the moment. Ясно. Идем за газетой, наверное. Хотя, может, зайдем к Дэвиду, спросим, как он тут обосновался. Квартирка не маленькая для него. Mr. Walker, might I have a word with you in the kitchen? Be right there. Квартира? I trust everything is to your satisfaction. With the room, that is. Yes, sir. It's fine. You have an amazing apartment, if you don't mind my saying so. But I think it's interesting that a guy who makes his living in antiques has such modern furnishings. I find new things relaxing. Ah, Things with history. I'm always thinking about them. good to know. Уход. I have some people I need to meet. I'll be out most of today. Is there anything you want me to do in the meantime? Yes, stay here. I didn't have any other plans. What about tonight? Gretchen invited me for a drink at Cherries on Top. Huh? She did. Mr. Walker, there are approximately 2 million women in Manhattan. Must you really indulge with my only other employee? Don't worry, she's not my type. Now that you've seen the apartment, any thoughts on security? Yes, sir. I talked to the bellman and the building manager. Nice guy, by the way. No one's to be buzzed up without clearing it with me. The manager ran me through their security system. They could use a few more cameras, especially on the roof, but overall it's pretty decent. Even so, I'd recommend installing sensors on the doors and windows. I can order them if you like. I see. Good work. I'll think about the sensors and let you know. That's all, Mr. Walker. Yes, sir. Хорошо. Хорошо. Пошли за газетой. О, полиция даже ездит. И кого-то влупила только что. Так. Ну давай. Так, цена президентства. Картер намерен купить следующие выборы. Так, и все. А, это про него именно, да? Следуя концепции «бизнес – это люди», позволяющие бизнесу свободно спонсировать политические мнения, наверное, что на следующей президентской гонке определяющим фактором станет не популярность кандидата, а глубина кошельков его спонсоров. Дуглас Уайльд. Картер, спонсор, миллиардер успешных кандидатов от обеих партий. Наиболее цитируемый человек противников этой системы. С тяжелой поддержкой в виде Картера можно в сущности купить президентское кресло. Голоса людей не в счет. Ведь игра идет за место самого могущественного человека в мире, говорит политический аналитик Кевин Гамильтон. Прогресс тайных организаций, призванные ограничить степень расходов и разнообразность списков кандидатов, нивелируется счетами этого человека. Ясно. I've heard of Carter before. He doesn't seem like the kind of person you'd invite to speak at a morality convention. Хорошо. Может, мы сможем уже позвонить? I do need to call the Congresswoman with my report on the rifle, but I'd like to see what I can learn about Senator Markham on my own first. She may prove useful once I know what I'm looking for. I don't need to call him right now. I don't need to call him right now. Тут не надо звонить. Давай зайдем в магазин. Может, там что-то еще в офисе на ДБН за столом. I'd rather use my phone.
Ничем его нельзя использовать. Ну, вроде нет. Ну тогда поговорим еще с Гретхен. Gretchen? Yes, Malachi? А, ничего тут уже нет. That's all for now. Very well. Тогда отправимся в парк. Ну, а сколько действий тут? Ну, давай смотрим для начала. Oh my. She's the very picture of teen rebellion. A man on his phone. It ought to be the symbol of New York. Толпа. Senator Markham has drawn quite the crowd. I can't imagine he has anything new to say, but then I'm not fond of politicians. Senator Stephen Markham. He certainly seems to be popular with the crowd. Maybe I'm imagining a connection between Markham and Bianca Cardolo when none exists, but I have to be sure. The statue on the fountain is of a female angel, that is to say, a purely mythical creature. There's nothing I can do with the fountain. A VIP tent. Markham will probably be meeting his supporters there after his speech. I wonder if I could get in. Ну вот какой-то пропуск у этого Жорика есть. Chances are the man with the clipboard is in charge here. Ну давай поговорим с ним. Can I help you? I'd like to get into the VIP tent. Is there a charge? No, sir. Your name has to be on my list, and you'll need a VIP badge. Surely we can work something out. Sorry, sir. Those are my orders. Угу. Может, вот теперь можно позвонить. Вот этой подруге, и чтобы она заказала за меня словечко. Congresswoman Smythe, my phone says this is Malachi Rector, but surely it's mistaken. I've been traveling as usual. How are you? Wonderful. Are you in New York? Any chance you can get that rifle appraised for me? I'm sure Gretchen explained why it's urgent. It's already done. I don't know where you found it, but the rifle is an 1876 Winchester custom designed for Teddy Roosevelt. It's very likely it was in his possession and was sold off after his death. Oh, Malachi, that's incredible. Henry will be over the moon. I can't thank you enough for this. Actually, you can. Uh-oh. Senator Markham is speaking at Bethesda Square today. I'd like to meet him, but I can't get into the VIP tent. I thought you could help. Well, I sent the senator's staff a list of people who should be on the VIP list. I can add your name and send an update, but I can't get you a badge. I don't have any. Get me on the list if you will. I'll figure out the rest. Consider it done. I didn't realize you had an interest in politics. I don't. But thank you for the favor. Goodbye. Хорошо. Так. Значит, бейдж у этого Жорика, видите, он тут вон висит на шее. Так. Ну, давайте его проанализируем. Разговаривает по мобильному. Любит казаться важным. Надменные скучающие выражения. Высокомерная личность. Бейдж на шнурке. VIP-пропуск на выступление. Блески на штанах.
Воспитатель детского сада. Похотливый, приватный танец с самого утра. Он скучный, высокомерный бизнесмен и сексуально озабоченный. У него есть вип-пропуск на выступление Маркхема. Ну, то, что мне нужно. Ну, поговорить с ним получится. Так, ну тут еще есть девушка. Проанализируем ее. Угрюмое, настороженное выражение лица. У нее свои взгляды на жизнь, допустим. Старомодный CD-плеер. Нет денег на обновление. Рваная изношенная одежда. Наверное, из бедной семьи. Она происходит из бедной семьи и не может конкурировать со своими сверстниками. Из-за этого злится на весь мир. Давай поговорим. Excuse me. Yeah? What do you want? Введение. Hello, I'm Malachi Rector. Okay. Про митинг поговорим. Are you here for the rally? You mean that old guy down there? No. Развлечение. Would you mind distracting someone for me? Who? The man on the phone over there. I don't know. What's in it for me? My everlasting gratitude? That's funny. Так. А плеер был в квартире Малахай. Так что нужно идти за плеером. Дать ей новенький плеер, и она сделает все, что угодно для нас. My bedroom is on the second floor. Да, я знаю. А вот и плеер. I might have a use for this. Хотя все это можно было взять с собой. Ну, наш герой не любит носить много вещей с собой. Ну давай, наводись на выход. Так. Ну давай, предложим ей это. Excuse me, miss. I wondered if you might do me a small favor. Like what? See that man over there? I'd very much appreciate it if you could attract his attention. Just be watchable. I can offer you this MP3 player in exchange. Are you serious? All I have to do is get him to look at me. Hell yeah. Excellent. It's all yours. Hey, this isn't some kind of trap, is it? With an MP3 player? No. All right, you're on. Watch this. The girl is certainly grabbing VIP man's attention. I'd better act fast. Так. I think he'd notice if I tried to pull the badge over his head. Да, нужно срезать. А чтобы срезать, нужно брать ножницы. А ножницы у нас были на кухне. Надо туда-сюда, вот это. Так он сразу не возьмет.
I think I will take the scissors. I may need them. Все. Погнали. Ну вот тут это да, вот это недостаток этой игры. Сейчас тихонько срежет. Так, ну теперь его нужно вроде бы склеить, этот бейдж. Это надо сгонять сюда. Хотя можно было бы и узелком завязать, но это плевое дело. Но так построена игра. Вот клей. I'll take it with me. Так, а теперь мы его будем использовать на This super glue should be able to mend the lanyard. Все. Уходим. Так, ну. До сих пор еще говорит по телефону. Ну, говори. Так. Хорошо. Пожалуй, тут я закончу серию. Палатку мы взорвемся уже в следующей. В принципе, все, что нужно, сделали. Даже и куча работы так своей сделали по ходу. Ну, как кучу там ружьишко оценили. Сундук для коноп и все такое. Так что всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забудьте поставить пальцы вверх. До встречи в следующей серии. Всем пока.